Всем привет! Продолжаю строить тачку из Киберпанка. В прошлой части я установил на нее колеса и немного подрезал арки, а также покатался по мастерской, если это можно так назвать. В этой же части я вырежу из кузова капот и багажник. Если нужно, перенесу петли и замки. Это значит, что кузов больше не будет подниматься и уже окончательно прикрутится к донору. А то мне уже порядком надоело постоянно поднимать кузов, если нужно попасть в подкапотное пространство. Еще придется подпилить заднюю часть Мазды, убрать отсек для инструмента. Но обо всем по порядку. Сначала я хочу вырезать из общего кузова деталь капота. Для этого мне снова нужно поднять машину и выставить ее по уровню. Если сейчас начать вырезать капот, то все размеры уйдут, а крылья разъедутся по сторонам, поэтому нужно их зафиксировать, прикрутив к кузову Мазды. Это я реализую с помощью профильной трубы, из которой сделаю кронштейны. Не могу точно сказать, останутся они тут навсегда, или я их со временем поменяю на другие. Пока прикручу их временно на саморезы. Все варил по месту, так как стеклопластик уже выставлен по уровню. Когда делаешь такие крутые проекты и видишь реакцию зрителей, хочется продолжать ради вас. Но без спонсоров никуда, особенно таких как мобильная игра Викинги. Для тех, кто не в курсе, это крутая мобильная стратегия. Благодаря крутому геймплею вы буквально сможете почувствовать себя настоящим воином-викингом. Мне лично больше всего нравится возможность объединяться в кланы с другими игроками со всего мира. Обожаю внутриигровое общение. А прямо сейчас в игре проходит крутое событие – эпический поединок кланов Хольмганг. Но как и всегда, Викинги радуют нас не только геймплеем, но и крутыми подарками. А в этом месяце разыгрывается целых 2 iPhone 12 Pro и MacBook Pro. Условия супер простые. Чтобы получить шанс выиграть iPhone, нужно достигнуть минимум 15 уровня дворца до конца марта. А MacBook Pro смогут получить те ярлы, которые достигнут максимального уровня дворца среди остальных участников. Вот вам малая часть счастливчиков, станьте одним из них. Так что поддержите мой канал, переходите по ссылке в описании или качайте игру по моему QR-коду, скачивайте игру и получайте яблочные призы. Таким образом получилось зафиксировать стеклопластиковые крылья. Теперь нужно определиться с формой капота. Было бы здорово оставить форму оригинального капота Мазды. Петли и замок останутся на своих местах, но есть одно но. На капоте Квадро есть воздуховоды, которые находятся прямо по нижней линии. Да и форму капота хочется сделать прямоугольную, как в оригинале. Поэтому я решил сделать так. Петли оставлю на своих местах, так как переносить их некуда, и рядом находится табличка с ВИН-номером. Перенесу только замок ближе к бамперу. Сначала я разметил с помощью малярного скотча места крепления капота, и от них начал отмерять линию реза. Линии решил разметить с помощью нитки, так думаю будет немного ровнее. Вкручивал саморезы по периметру будущего капота и привязывал к ним нитку. Далее белым маркером по нитке провел линию реза. После этого нитка уже не нужна, и можно вырезать детали капота с помощью болгарки. Главное не торопиться, чтобы линии реза не были волнистыми. Углы подрезал пилкой и убрал капот. Как мне кажется, очень удобно иметь такой большой капот. Можно без труда подлезть к любой детали, и я думаю, с креплением стеклопластика тоже не будет трудностей. А после я сделаю декоративную накладку, и все будет выглядеть аккуратно. Единственное, что промахнулся на пару сантиметров. Петли открываются не до конца и задевают кузов. В последний момент перенес линию реза немного ниже, так мне показалось, будет лучше.
Посмотрим, как будет открываться вырезанная деталь. Может, амплитуды петель хватит для такого капота. Для него сделал такие кронштейны, которые будут сначала прикручиваться, а потом, скорее всего, приклеиваться к стеклопластику. Пока я думаю, их хватит, так как капот имеет нормальную толщину и ребра. Но всегда можно сделать усиливающую рамку по периметру. Положил капот на свое место, а после прикрутил его к кронштейнам с помощью саморезов. Попробовал открыть капот, а он при открывании задевает накладку лобового стекла. Недолго думая, решил ее убрать, тем более она не нужна и в будущем будет только мешать. При открывании петли задевают за кузов, и как по мне, этой высоты недостаточно для капота. Стоит немного подрезать кузов для петель. Эти части я в конечном итоге приклею к капоту. Вот теперь капот открывается до конца и упирается в ограничитель петель. Даже можно поставить на штатный упор. Перед тем, как выравнивать крышку в отношении капота, стоит установить замок, чтобы капот был зафиксирован в нижнем положении. Нет смысла устанавливать механизм замка на свое место, к нему просто не получится дотянуться. Перенесу его для удобства поближе к бамперу, и думаю, так будет правильней, что замок будет находиться возле края капота. Решил делать сразу с креплением замка кронштейн для бампера. Хочу крепление разместить на лонжеронах, как раз на них есть уже закладные гайки. С помощью листа бумаги сделал отпечаток и перенес его на металлическую пластину, из которой вырезал детали для крепления к лонжеронам. К этим деталям будет привариваться профиль. Для крепления бампера к кронштейну прикрутил к нему закладную. С помощью этих деталей верх бампера будет крепиться к кронштейну. Чтобы капот не уходил вниз, ему нужны упоры и замок. Начну с первых. Стандартные для такого дела не подойдут, и я взял такого типа упоры. Они имеют регулировку, и можно без проблем отрегулировать с помощью них высоту. Сразу разместил их на закладной, и все вместе прикрутил к капоту. Ловушки сделал из разрезанной профильной трубы. Капот стал выше бампера, но это можно легко исправить регулировкой. Подошла очередь к замку. Не знал, что механизм замка откидывает капот вверх. Все время думал, что это делают упоры. Но тем лучше, не нужно будет этот момент настраивать. Разместил замок на приваренной планке. Над замком на закладную прикрутил скобу. После нескольких неудачных настроек получилось поймать нужную позицию замка и скобы.
Тросик тоже не пришлось удлинять, все отлично подошло. С капотом я закончил, теперь можно вырезать багажник. Спустил машину и для удобства передвинул ее вперед. Сейчас хочу решить вопрос с задним бампером. Он меня не устраивает. В будущем хочу переделать под оригинальный, который выглядит как решетка. Так будет легче сделать оптику и выровнять полосы между собой. Чтобы он мне пока не мешался, я его срежу. Перед тем, как вырезать багажник, нужно закрепить верхнюю часть стеклопластика к кузову. Есть два пути, как сделать заднюю крышку, и от этого зависит, нужно ли будет переносить петли багажника или нет. Сначала я не хотел переносить петли, но после того, как разметил на стеклопластике два варианта, картина прояснилась. Первый вариант большой, при котором не нужно переносить петли, но мне не понравилось, как это смотрится. Второй вариант поменьше, который удачно вписывается в дизайн, но при нем нужно переносить петли. Подумав, решил сделать второй вариант и перенести петли. Все-таки так будет правильнее, и крышка багажника не так сильно будет бросаться в глаза. Вытащил обшивку и заметил, что под войлоком почти сквозная дыра. Это вызвано, скорее всего, конденсатом, так как ровно под этим местом находится глушитель. Почистил площадку от битума и оставил так, как есть. Затем для петель приварил новые площадки. С петель уберу впрессованные болты, так как они коротковаты, вместо них лучше сделать отверстие. Примерил петли на свои места, оказалось, что они неплохо съедают пространство в открытом положении. В открытом положении крышка находится в 10 сантиметрах от края. К петлям прикрутил два закладных профиля, к которым будет крепиться крышка багажника. Этот вариант тут не прошел, крышку повело отдельно от кузова. Нужно будет сварить рамку, приварив к закладным еще две трубы. Выставил примерно зазоры и прикрутил крышку к рамке. При открытии крышка немного задевает за кузов, но думаю, это можно отрегулировать. Для выравнивания плоскостей нужно зафиксировать крышку с помощью замка. Для этого его нужно перенести примерно на 7 см вверх. Этот замок уже имеет привод и открывается с кнопки, а так то же самое, что и спереди. Перенесу его с помощью монтажной пластины. Примерил скобу и сделал для нее крепление прямо напротив замка. Замок на месте, а это значит, можно прикрутить и выровнять крышку. Получилось идеально, хорошо, что перенес петли. Желоба для оттока воды буду делать, когда займусь маскировкой закладных и придания деталям законченного вида.
Теперь третий этап. Нужно убрать отсек для инструментов, чтобы он не торчал из-за бампера. Перед этим нужно снять банку глушителя. Очень удобно, что инженеры предусмотрели такой вариант снятия банки, но со временем соединение прикипело, с трудом мне все-таки удалось снять глушитель. Следом снял тепловой экран. Нужно срезать все, что находится ниже красной линии, это как раз уровень пола багажника. Так как запаска здесь не предусмотрена с завода, отрежу этот отсек. Вместо него будет ровный пол. Пока я не решил, как его крепить, и прикрутил на пару саморезов. Вообще его можно закрепить на заклепке, а после прогрунтовать и залить жидкой резиной. А вот боковые части пола приварил к кузову. Получился хороший ровный пол. При желании в этом багажнике все-таки можно возить запасное колесо. Отрезал вроде бы как надо, но все равно хочу проверить, как это будет смотреться с бампером. Линия бампера находится ниже на пару сантиметров, чем пол багажника, как и было задумано. Осталось сделать двери. Это, наверное, будет еще та работенка, которой я займусь в следующей части, а то эта часть уже бьет рекорд по продолжительности. Вроде бы капот и багажник, а времени уходит много. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей части.